Самый лучший рецепт приготовления куриной грудки. Мясо получается нежным, воздушным и тает во рту, словно пушинка. Всем привет! Сегодняшний рецепт будет сильно похожий на шашлыки. Но если такие шашлыки приготовить на углях и сравнить, я уверен, что вы бы выбрали такой шашлык, приготовленный в домашней духовке. Ну и для начала берем две половинки куриного филе и стараемся их нарезать вот таким вот способом, как показано на видео, толщиной примерно 1 см, плюс-минус. Все нарезанное мясо отправляем в отдельную глубокую тарелку. Затем нам понадобится небольшой пучок петрушки, и ее нужно будет очень хорошо измельчить. Половину измельченной петрушки мы отправляем в тарелку к мясу, вторую половину мы оставим для приготовления соуса. Дальше к мясу отправляем 1 чайную ложку без горки соли, 1 чайную ложку молотого кориандра, 1 чайную ложку сладкой паприки, я бы сказал, что паприка добавляется ради цвета, 1 чайную ложку сушеного молотого чеснока и половинку чайной ложки молотого черного перца. Еще в эту тарелку нужно добавить 2-3 столовые ложки подсолнечного масла и 1 столовую ложку яблочного уксуса. Можно добавить лимонный сок, но при сравнении с яблочным уксусом получается в 10 раз вкуснее. Затем все, что есть в тарелке, нужно хорошо перемешать и отставить в сторонку на 30 минут, для того, чтобы мясо хорошо замариновалось. Через 30 минут берем шпажки, и нужно мясо будет хорошо и красиво нанизать на шпажки. Ну и смотрите, чтобы мясо лучше держалось и не переворачивалось нам, я буду использовать на каждый шашлычок 2 шпажки. Ну а сами кусочки мяса нужно будет нанизать 2 раза, вот таким вот образом, как будто бы вы делаете гармошку, потому что мясо длинное, а нам нужно, чтобы было как можно плотнее. И в итоге у нас все получится очень-очень вкусно. Готовые шашлычки нужно будет уложить вот таким вот образом в форму, так, чтобы мясо было подвешенное в воздух. Специально выбирайте такую форму, чтобы она была более глубокая. Эта форма должна будет вам заменить мангал, ну а жидкость, которая будет скапывать, она останется в форме. Дальше отправляем форму в разогретую духовку до 200 градусов ровно на 30 минут. Через 30 минут достаем шашлычки с духовки, аккуратно их нужно перевернуть на вторую сторону и обратно отправить форму в духовку еще на 10 минут. Если у вас в духовке есть функция гриль, на 2-3 минутки можно будет включить эту функцию для того, чтобы хорошо все подрумянилось. И по итогу получается вот такая вот необычная красота. Если бы через экран монитора была возможность передавать аромат и вкус, уверен, что вы бы сразу захотели это блюдо для себя. А так я со 100% уверенностью рекомендую вам приготовить такой вот вариант. Вот такой вот сегодня легкий, необычный и очень-очень вкусный рецепт получился. Вы только посмотрите, какой он сочный. Ну что ж, на сегодня у меня все. Обязательно поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями и обязательно приготовьте такой рецепт для себя. Я уверен, что этот рецепт надолго останется у вас в любимых. И обязательно делайте с яблочным уксусом, а не с лимоном. Так мясо более нежное и более вкусное. Также не забудьте посмотреть еще один очень вкусный рецепт. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!